Стоит ли вообще сейчас ставить солнечные панели? Мой ответ многим не понравится. Иногда да, иногда категорически нет. Всем привет! И именно поэтому мы занимаемся не просто подбором панелей или инверторов, а полноценным проектированием солнечных электростанций. Мы разбираем ваш объект полностью: профиль потребления, график нагрузок, дневное ночное потребление, тарифы, возможную выработку, окупаемость, подбор оборудования, крепеж кабельной линии, ветровые и снеговые нагрузки, прочность конструкции, статику, схему подключения и реальную экономику проекта. Только после такого расчета можно понять, сколько станция будет вырабатывать, сколько энергии вы реально будете потреблять внутри объекта, сколько вы сможете сэкономить или заработать и когда проект вообще окупится. Без этих данных вы просто покупаете набор оборудования наугад. А теперь к главному вопросу. Для большой солнечной электростанции, которая просто продает энергию в сеть, сегодня солнечные панели могут быть уже не бизнесом, а лотереей. Почему? Потому что в Испании солнца стало так много, солнечных станций стало так много, что некоторые часы электроэнергия на рынке стоит не то что недорого и недешево, а вообще уходит в ноль и даже в минус. Станция работает, панели производят инверторы, отдают мощность, солнце светит идеально, а денег в этот момент может почти не быть. И тут первый неприятный вопрос. Если станция каждый день вырабатывает энергию, но именно в самые солнечные часы эта энергия почти ничего не стоит, где тогда прибыль? Ответ простой и жесткий. Прибыли может не быть. Большая солнечная станция без аккумуляторов, без гибкого потребления, без ППА контракта, без расчета профиля генерации и без понятной модели продажи энергии — это уже не та история, где поставил панели и начал зарабатывать. Раньше логика была абсолютно простой. Построил станцию, продал киловатты, получил деньги. Сегодня логика совершенно другая. Все построили станции, все производят одно и то же время, и рынок говорит: спасибо, но этой энергии сейчас слишком много, до свидания. Но тогда возникает второй вопрос. Если для крупных станций все так сложно, значит ли это, что солнечные панели вообще больше никому не нужны? Нет. И вот здесь начинается полностью противоположная правда. Для частного дома солнечные панели могут быть выгодны именно сейчас, особенно если это Испания. Если у вас дом, бассейн, кондиционеры, тепловой насос, бойлер, насосы, электромобиль или просто большое дневное потребление. Почему? Потому что частный дом не продает энергию как промышленная станция. Частный дом прежде всего замещает покупку дорогой энергии из сети. И это принципиальная разница. Крупная станция думает: за сколько я продам киловатт-час. Частный дом думает: сколько энергии я не куплю у сети. Если вы не купили из сети электричество по высокому розничному тарифу, вы уже заработали. Не на продаже, а на экономии. Но тут появляется третий вопрос. Хорошо, для дома выгодно. Тогда почему бы всем срочно не ставить солнечные панели? Потому что и здесь не все так красиво. Если у вас основное потребление вечером или ночью, а аккумулятора нет, то днем ваша станция будет производить энергию тогда, когда вы ее почти не используете. Это, кстати, очень распространенная проблема. Часть уйдет в сеть по низкой цене. Сейчас, кстати, уже почти 3 цента. Часть не даст большой экономии, а вечером вы снова будете покупать электричество по дорогому тарифу. Получается парадокс. Панели есть, солнце есть, крыша красивая, вся в солнечных панелях. Приложение показывает выработку, а счет за электричество все равно приходит. И вот именно здесь нужен профессиональный инженерный расчет. Мы для этого и делаем проектирование. Полностью раскладываем ваше потребление по часам, считаем профили нагрузок, подбираем мощность станции не на глаз, а под ваш реальный объект. Считаем, нужна ли батарея, какой должен быть инвертор, сколько панелей имеет смысл поставить, какие будут потери, какая будет выработка, сколько энергии вы потребите сами, сколько уйдет в сеть. Сколько денег вы сэкономите и за сколько лет проект окупится. Параллельно мы рассчитываем конструкцию, крепления, ветровые нагрузки, прочность, статику, допустимые нагрузки на крышу, кабельные трассы и защиту.
Потому что солнечная станция — это не просто панели на крыше, это инженерная система. И если ее посчитать неправильно, вы потом будете платить дважды. Сначала за оборудование, потом за переделку ошибок. И тут четвертый вопрос. Значит, без аккумулятора солнечная станция уже бессмысленна? Опять нет. Но без аккумулятора она должна быть рассчитана особенно точно. Если днем у вас работают кондиционеры, бассейн, тепловой насос, офис, магазин, производство, зарядка электромобиля, солнечные панели могут работать отлично. Но если дом пустой весь день, а вся жизнь начинается вечером, то без батареи экономика становится намного слабее. И вот тут мы подходим к самой спорной части. Может быть, тогда нужно ставить аккумулятор? С одной стороны, да, аккумулятор решает главную проблему солнца — производство днем, потребление вечером. Он позволяет забрать солнечную энергию и использовать ее тогда, когда она действительно нужна. Но с другой стороны, аккумулятор все еще, ну вообще все аккумуляторы все еще дорогие. Хорошая батарея, правильный гибридный инвертор, защита, монтаж, автоматика, настройка режимов работы — все это увеличивает стоимость проекта. И человек задает абсолютно логичный вопрос: а окупится ли это? И вот здесь нужно сказать честно, не всегда. Аккумулятор может быть отличным решением для автономности, для резервного питания, ночного тарифа, ну, может быть, электромобиля и высокого вечернего потребления. Но если поставить его просто, чтобы было, без расчета, он может превратиться в дорогую игрушку. И теперь следующий, еще более неприятный вопрос. А может быть, вообще подождать? Ведь технологии развиваются, уже появляются панели мощностью почти 900 Вт, растет КПД, развиваются натрий-ионные аккумуляторы, литий-феррум-фосфатные батареи становятся доступнее, гибридные инверторы умнее, система управления потребления точнее, с искусственным интеллектом. Так зачем платить сегодня за технологию, которая через год может выглядеть устаревшей? Это очень сильный аргумент против установки прямо сейчас. Но у него есть обратная сторона. Если вы ждете идеальные технологии, вы можете ждать бесконечно. Через год панели будут лучше, через 2 года батареи будут дешевле, через 3 года появятся новые инверторы, через 5 лет все снова изменится, и все эти годы вы будете продолжать покупать электричество из сети. И тут главный вопрос: что дороже? Поставить систему сейчас или ждать идеального момента, который может, кстати, никогда и не наступит? Ответ зависит от объекта. Если у вас крупная солнечная станция, которая должна зарабатывать на продаже энергии в сеть, я бы сегодня был очень осторожен. Без аккумуляторов, без потребителей, без гибридной модели, без гарантированного контракта, без серьезного финансового расчета — это рискованный бизнес. Если у вас частный дом с высоким дневным потреблением, ситуация совершенно другая. Вы не конкурируете на оптовом рынке, вы не ждете, сколько вам заплатят за киловатт, вы просто перестаете покупать часть дорогой энергии. И вот здесь солнечные панели все еще имеют смысл. Но только при одном условии. Это не должна быть покупка по мощности. Нельзя думать: поставлю 10 киловатт и все будет хорошо. Нужно сначала считать. И нужно считать иначе. Когда вы потребляете энергию, сколько вы потребляете днем, сколько вечером, есть ли тень, какой тариф, будет ли батарея, можно ли управлять нагрузками, есть ли умный дом, есть ли тепловой насос, бассейн, бойлер, зарядка автомобиля, чтобы принять эту нагрузку. Какую часть энергии вы реально используете внутри объекта. Потому что солнечная станция экономит деньги не тогда, когда она просто производит киловатт-часы. Она экономит деньги тогда, когда вы эти киловатты-часы потребляете. И это потребление совпадает с вашей выработкой станции. И теперь финальный вопрос. Так ставить или не ставить? Мой ответ такой. Если вы хотите построить большую солнечную электростанцию и просто продавать энергию в сеть, сначала нужно считать риски. Рынок изменился конкретно. Если вы хотите поставить панели на дом, где есть большое дневное потребление, да, это может быть выгодно. Говорю, может быть. Если вы хотите поставить панели на дом, где днем никого нет, батареи нет, а вся нагрузка у вас вечером, сначала нужно считать, а не покупать. Если вы ждете, что через год технологии станут лучше, вы правы, они станут лучше.
Но если вы думаете, что через год появится идеальный момент, когда панели будут максимальной мощности, батареи почти бесплатные, тарифы понятные, рынок стабильный, а окупаемость гарантированная, такого момента, скорее всего, не будет никогда. Поэтому вопрос не в том, стоит ли вообще ставить солнечные панели. Правильный вопрос другой. Подходит ли солнечная станция именно вашему объекту? И именно поэтому мы предлагаем профессиональный инженерный расчет и проектирование. Мы не просто говорим поставь панели, мы считаем, сколько ваш объект потребляет, когда он потребляет, сколько станция вырабатывает, сколько вы используете сами, сколько уйдет в сеть, сколько вы сэкономите, за сколько окупится проект, какое оборудование нужно, какие панели, какие инверторы, какие аккумуляторы, кабели, защита, крепеж. Конструктивные элементы нужны именно вам. Мы рассчитываем ветровые нагрузки, прочность конструкции, статику, схему крепления, безопасность и реальную экономию проекта. Только после того, как мы сделаем этот расчет, вы понимаете, что именно строите. Сколько станция будет вырабатывать, сколько вы будете потреблять сами, сколько она будет экономить, ну или зарабатывать. И когда она окупится. Без этих знаний вы рискуете потратить больше на лишние панели, на неправильный инвертор, который будете менять, некоторые меняют по 5 раз, на ненужный аккумулятор, на слабое крепление, при первом ветре потом будете собирать у соседей свои панели, ошибки монтажа и последующие переделки. Поэтому солнечные панели сами по себе уже не гарантия выгоды. Выгоду дает не панель, выгоду дает правильный инженерный расчет. А правильный расчет — это уже инженерная работа. Всем удачи и добра!